Окей, пап, что мы сегодня делаем? Плов. 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 Ну, наверное, ближе по рецепту к узбекскому. Меня научил давным-давно мой коллега, его нет в живых, Саша Наумочкин. Он научился этому рецепту, он жил в Средней Азии, по-моему, в Узбекистане. Я это не снимала, но сначала ты помыл рис. Да, рис нужно хорошо помыть до чистой промывной воды, чтобы не мутная вода была. И потом залил соленой водой, чтобы он немножко набух. Толстый стал. Ну, он от этого толстый, ну, она может быть наоборот даже половить или нет. Что? Ну, так положено, не знаю. Вообще-то рис лучше немножко другой, это тоненький. Для этого плова лучше толстый зерна риса. Это ты 15 минут мыла, что ли? Довольно долго, да? Да, довольно долго. Пока вода не стала чистой. Это для того, чтобы рис был рассыпчатый. Рассыпчатый? Рассыпчатый. Рассыпчатый. То есть не слипался. И ты говорил, надо очень много морковки приготовить и очень много лука. Да. Очень много, я не знаю, как, ну, я никогда не меряю вес, на глаз все делаю. По объему лука и морковки должно быть больше, чем мясо. Больше? Больше. Оно все ужаривается. Да, становится меньше. Да. И мы это на улице будем готовить сегодня? Ну да, по-настоящему. В казане на улице. Откуда у нас казан? Это не настоящий казан, честно говоря, это американский аналог. Такая... Я даже не знаю, как. Ну, чугунный котелок, который характерный для южных штатов. Ну, наверное, на Амазоне легко найти. Это давным-давно покупал. По-моему, я Амазоном тогда не пользовался. Сейчас бы я купил настоящий казан. Можно купить. Да. Но так как этот уже давно есть, давно пользуюсь, необходимости нет. В этом казане ты сделал этот суп? Я много чего не сделал. Ты когда-то сделал очень вкусный суп с овощами. Это было в казане. Да. Шурпа. Шурпа, да. Тоже спокойный Саша Наумочкин научил. Надо это тоже показать. Вот так классно Ну, получилось. шурпа это немножко полегче, попроще. Все побросал. Когда меня мои коллеги провожали из Липецка, я купил 2 барана, и Саша из них приготовил плов, шурпу и шашлык. В один день? Да, Какой праздник! одновременно. Как надо делать морковку? Соломкой нарезать. Соломка. Это очень трудно выглядит. Вот так вот. Окей, пока папа режет морковку, я почистила лук. Ну, сначала я сразу стала плакать, потому что я вот на той стороне резала, а потом вспомнила, что у папы есть очень классная, как по-русски сказать, хак. Ну, идея. Ну да, просто идея, ну когда это не горячее, поставить все сюда и включить этот фен.
И потом... Вытяжка. Вытяжка это? Включить вытяжку. И потом я не плакала почти. Саша Наумочкин называл это «Вспоминаем бабушку». Да, когда плачешь. Я вспоминала бабушку, которой я только что позвонила. Вообще-то. Я вспоминал свою бабушку. Ты вспоминал свою. Окей, как резать? Так что... Полукольцами. Ой, я забыла радио выключить. Ну ладно. Довольно крупные куски мяса. Грудинка, баранья. Самое лучшее для плова. Грудинка называется? Грудинка. И ты только баранину обычно пользуешься? Да. Ну, можно, наверное, и говядину, но я люблю баранину. Ты знаешь. Я люблю баранину. Это вегетарианское Да, мясо? да, мясо для вегетарианцев. И в прошлый раз мы с мамой говорили про этот фильм «My Big Fat Greek Wedding», и в этот раз тоже надо. А как его избежать? Ну? Иногда я покупаю пакетики в русском магазине, приправы для плова. И сейчас нету, поэтому я свое делаю. Обычно специально для плова есть пакеты? Угу. Там все смешано уже. Какие приправы? Разные перцы, кумин или зира, соль. И я вот это добавил, даже не знаю, что это, но она Это кисленькая. мамина любимая тейджа. Это кисленькая, потому что нужен барбарис для кислоты, но у меня нету его. Я не знаю, что такое барбарис. Это ягоды такие сушеные. Я поэтому вот эту штуку добавил. А греческий? Греческая не идет сюда. Ладно. Теперь мы на улице. Это моя импровизированная печка из старой коптильни, которой я почти не пользовался. Все топливо, то, что падает с этих деревьев. Сначала мы прокалим немножко казан, потом добавим масло. Не очень много, потому что мясо жирное. Потом будем жарить мясо. Вот мясо. Вот мясо. Лук и морковка и специи. Я говорю, синий дым такой? Ну да, когда масло прогревается, такой голубоватый дым. Почему голубой? Ну вот масло. Я не вижу. Что... Может, сейчас видно. Голубой? Масло прогрелось достаточно или нет? Он брал спичку, опускал масло. Если оно вспыхивает, значит масло достаточно горячее. А потом как ее оттуда взять? Просто руками, в руках держать. А, окей. Я вижу голубое. Угу. Ой! Готов? Да. Мне это не нравится. Вот видишь, что с мясом происходит? Оно сразу покрывается корочкой. Да. И это запечатывает все соки в мясе. Если масла будет слишком много, мы уберем. Жарилось. Это не главная готовка для мяса, это просто... Да, мясо не жарится, оно обжаривается.
Потом основное приготовление будет, когда оно будет там томиться. С овощами, в смысле с луком, с морковкой, с приправой. Потом уже рис сверху приготовится. Когда мясо будет томиться. Наверное, уже минут 15 пожарилось, так что мы добавляем морковку и лук. И это будет сначала казаться невозможным. Потому что соли столько много. Нет, не так уж много. Когда ты блинчики сделала, моя подруга смотрела, как ты все это в миксер ставила. И она так, я так боялась, что все не поместится. А шпеции это попозже, когда рис? Специи в самом... Специи, я неправильно говорю, специи. А ты как сказала? Шпеции. Я думала по-русски шпеции. Специи. С рисом? Нет, перед тем, как класть рис, А. добавляются специи. Теперь листья падают. Ой-ой-ой-ой. Перестаньте. Не падайте. Я не могу вспомнить, Саша Наумочкин как-то называл специальным словом вот эту стадию, когда только без риса, еще мясо с овощами. Он как-то это назвал. Именно эту стадию приготовления плова. Я не могу вспомнить. Как его зовут? Саша Фамилия Наумочкин была. Да. Наумочкин. Мгм. Он умный. Александр Николаевич. Я его знала. Нет. Может, как ты ж ко мне приходила на работу. Может, видела, но я не думаю, что ты его запомнила. Я приходила на работу к тебе. Да? Я не помню. Это да. Сколько мне годика? Ну, когда тебе было, не знаю, 4, 5, 6. Была очень популярна у меня на работе. Я? Ты пела. Пела? Да. Тик-так, ходики. Пролетают годики. Твой хит был. Тик-так. Ходики. Ходики пролетают, котики, жизнь моей. Сахар и не мед. Никто замуж не берет. Никто замуж не берет. Откуда я эту песню знала? Я даже помню, когда мы с мамой и с тобой ехали, еще Феди не было, конечно. Мы ехали в деревню туда к нам, в стадионные выселки, в конце дня. И радио было включено, а ты спала в машине. И по радио я впервые услышал эту песню. И я маме сказал, что я вижу большой потенциал в этой песне. Это будет, скорее всего, Любин хит. Потом я проснулась и знаешь... Ну, она все время крутая, она стала популярной, ее часто крутили. Я не помню, кто ее пел, ее по радио все время передавали. Я не поняла, я думала, это детская песня какая-то. Я думаю, почему так поют дети? Это псевдофольклорная песня, как бы это под фольклор. Да. Золотое дерево у соседях. Правильно? У соседях? Соседей. У соседей. Дей. У соседей. Золотое дерево у соседей. Почему-то листья не падают. А у нас падают. Почти все упали. И так что 15 минут только мясо готовили. Теперь мы добавили... Мясо я готовлю до того, когда оно обжарится, что со всех сторон все кусочки золотистые, обжаренные.
по времени сколько займет, сколько займет. Обычно минут 15-20 может занимать, может меньше занимать. Если мяса немножко, то, наверное, меньше займет. Потом овощи, они должны изготовиться. Морковка должна мягкой стать. И вот этот бульон, который ты видишь тут, он станет снова прозрачным. И тогда мы добавим специи. А почему так долго ждать со специями? Потому что когда мы шашлык делаем, мы же сразу специи. Ну, шашлык мы маринуем. Ну да. Мы готовим мясо заранее. Это считается как готовить мясо без специй? Ну, маринует. Мясо подготавливается. Я не знала. От маринада мясо набирается вкуса и становится мягким. Чем отличается готовка плова от готовки шурпы? Шурпу ты бросил, и она готовится. А плов надо мешать все время. Не отходить. Слышишь мышь? Не где-то там. Мышь мы не будем добавлять. Нет? Не в этот рецепт. В это блюдо мышь не добавляется. Как Саша Николаев. Как его зовут? Кто такой? Саша. Как его? Наумочки. Да. Он не добавляет мышь. Ни разу этот вопрос не поднимался. Мышки. Или может они хотят наш плов? Вы хотите? Что вы хотите? Ты не видишь? Я и в этот раз не вижу, но я часто их вижу здесь. Я это слово плохо знаю. Одна мышь, несколько мышей. Где наши зайчики? Зайчики под тем сараем. Я их не видела сегодня. 1 год зайчиков не было, была лиса. Тоже в том же самом месте жила? Не, я не знаю, она жила или нет, но она сюда приходила, и зайчиков не было. А что случится, если как шурпу ты оставишь? Просто... Она снизу пригорит, сверху не приготовится. Тик-так, котики. Пролетают котики. Жизнь не сахар и не мед. Никто замуж не берет. Я даже не помню мелодию, я только помню, как ты пел это. На ютубе найду. Я пыталась для себя сделать, как по-русски плейлист сказать? Плейлист. Плейлист сделала. Лист. Плейлист. Я сделала плейлист для себя. Все русские песни, которые я могла вспомнить, которые мне нравятся. Ну, почти все это Алла Пугачева. И бременские музыканты. У меня тоже в русском плейлисте Привет, доминирует Алла Пугачева. Я найду на ютубе и добавлю на плейлист. На ютубе? На ютубе? Да. Мама, мы по-русски говорим. Видишь, она уже прозрачной становится. Да. Я боюсь, что я уроню телефон. Это будет хорошо. Бульон стал почти прозрачным. Да. Настало время добавить специи. Специи, не шпеции, специи. О, как красиво. Теперь мы это все помешаем. И съедим. И съедим все. Все пытаюсь вспомнить, как Наумочкин называл эту стадию. По-моему, он говорил лагман. Но лагман — это отдельное блюдо, которое, в принципе, мясо с овощами. Он называл эту стадию приготовления плова. Лагман. Кажется, так. Или я путаю уже, давно это.
Почти 20 лет назад. Окей. Теперь мы это все разровняем. И начнем выкладывать рис. А, там вода уже почти... Выглядит, что нет воды больше. Ой, не упадет? А соленую воду ты хочешь тоже с собой? Нет, я уже воду добавлять эту не буду. Но она часть идет вместе с рисом. Ну да. А вот вода пойдет сверху Да, горячая, и это закипело. которая закипела. Я ее закипела? Так не говорят. Нет, Как я ее говорят? вскипятил. Я ее вскипятила. Видно? Нет. Ой, я вижу тебя! Я вижу. Я вижу тебя! Что ты хочешь? Что ты хочешь? Это плов не для тебя. Теперь, согласно Наумочкину, очень важный момент. А, вау! Так, А кожу оставили или да, как? все оставляется. Так, Как как сказать? Сокровище? Это не слово. да. Это Как слово? Теперь заливаем водой ровненько. И где-то на палец воды должно быть выше, чем рис. Ничего себе! Не поместится. Но не так палец, а так палец. Смотри. Вот. Боишься? Не боится. Ты что? А, ты даже ближе приходишь. А, ясно. Ну и все. Теперь мы это все закрываем. Опять. Огонь даже уже уменьшать не нужно, он сам уменьшится. И это остается минут на 40. Хорошо. Будем ждать 40 минут. Готово? Да. Крокодил. Bayou Classic. Ладно, пап, спасибо большое. Вот плов. На здоровье.